Всем привет! Продолжаем цикл видео «Запретный Запад». И сегодня в кадре вот такая коробка довольно нетипичного для меня, скажем, производителя. Фирма Revell, модель ATF Dingo 2, JA, A2, ну и так далее. Там длинный достаточно индекс, как немцы любят. Не буду читать, все равно ошибусь, наверное. В общем, фирма Revell, несмотря на то, что для меня лично, скажем так, довольно редкий производитель, но тем не менее, по данным Википедии, является крупнейшим в мире производителем масштабных моделей. Собственно, происходит она из США, но в данный момент, скажем так, ее основная штаб-квартира базируется в Германии. То есть можно считать, что это такое американско-немецкое производство. Соответственно, у фирмы очень большая линейка, но можно сказать, что судя по тому, что вообще какая продукция Revell встречается в магазинах, какую я видел, они в принципе очень много уделяют внимания, я так понимаю, игрушечной, откровенно детской направленности продукции и так далее. В частности, вот фирма Revell – это одна из немногих производителей моделек и чего-то подобного, которая представлена, например, в России, ну, по крайней мере, была представлена у нас в России в детском мире. В Леонардо она продавалась, их продукция и так далее. Ну, вообще, по опыту так чисто отвлеченному, субъективному могу сказать, что, потому что я знаю о моделях фирмы Revell, что встречаются как очень крутые, серьезные, оригинальные разработки, которые, в принципе, как модели ценятся, так считаются откровенно упрощенные продукты, скажем так. Встречается большое количество под маркой Revell перепаков, они абсолютно этого не гнушаются, то есть куча других моделей других фирм они под своим брендом выпускали. Как минус можно сказать, что так как производитель достаточно старый, у него достаточно много очень древних моделек, соответственно, морально устаревших, но которые продолжают выпускаться и, соответственно, как бы не разбираясь в теме, покупая модель, ты вполне можешь наколоться и купить какие-нибудь дрова какого-нибудь 80-го года, но по цене импортной, за валюту цене, как настоящая модель. В общем, я почему никогда в фирмы Revell модельки практически не покупал, потому что заоблачная цена. То есть, при том, что никакого там офигенного модельного качества там обычно не бывает, ну, редко. Но, тем не менее, цена импортная и очень обычно дорогая, дороже или на уровне, чем у китайцев. В общем, купил на самом деле конкретно модель просто потому, что выловил ее по скидке достаточно серьезной. Ну и машинка меня в целом это интересовала. Наверное, можно закончить на фирме Revell и, собственно, перейти к самому набору. Собственно, машина это у нас TF Dingo, это колесный бронированный автомобиль Бундесвера, прежде всего, германского производства. Производится он концерном Краус Маффелин Вегман, о чем, кстати, у нас есть специальная нашлепка на коробке. Вот фирма Revell ее приводит, видимо, написано, что официально лицензировано, то есть все по договоренности. У нас, кстати, звезда, наверное, это подсмотрела у фирмы Revell и тоже любит сейчас шлепать там Микоян, Уралвагонзавод и так далее. Так вот, колесный бронированный автомобиль, не ошибаюсь, по-моему, 2000-х годов производства, впервые появился немецкий. Соответственно, с вооружением производился, несколько модификаций было произведено, до сих пор находится на вооружении Бундесвера, еще нескольких стран, как НАТО, так и других. Соответственно, использовался в реальных боевых действиях, в частности, в операции в Афганистане, США и ее союзников, одним из которых являлась Германия. Бундесвер активно достаточно использовалась, там были и боестолкновения, и подрывы этих машин, в принципе, ну, как боевое крещение машина прошла, и, в принципе, моделька, наверное, этим интересна была, вот можно как раз на бокс-арте увидеть, что у нас изображена, собственно, получается, афганская, я так понимаю, версия, ну, насколько я понимаю, ISAF, потом посмотрим, соответственно. Да, вот написано ISAF. Немецкий крест, соответственно, логотип, германский флаг у нас тут.
Соответственно, на заднем плане весело горит какой-то Виллис, наверное, талибский как минимум. Ну, сверху мы видим, соответственно, установленный пулемет МГ-3, который, кстати, является усовершенствованной версией пулемета МГ-42, который, собственно, производился во время Великой Отечественной войны немцами и гитлеровской Германии. Соответственно, фактически его немножко проапгрейженная версия, насколько я знаю, по крайней мере, до недавнего времени активно Бундесвером все еще использовалась. И вот даже она использована вот в этой дистанционно управляемой установке. Это, кстати, одна из черт этой машины, что у нее пулемет дистанционно управляемый, то есть управление связано с камерным блоком, с монитором, который оператор сидит непосредственно в машине, не рискует жизнью, и, соответственно, огонь ведется, управляется из автомобиля. Ну, что тут еще про сам прототип? Ну, он довольно прикольный, красивый, меня всегда интересовало. Машинка эта, ну и вообще техника Бундесвера у меня как бы в коллекции никакой нет. Прикольно что-то такое собрать. Давайте смотреть коробку. Значит, коробка такая откровенно потасканная, так как, судя по всему, так покупалась модель уже с серьезной скидкой. Видимо, скидку на нее выкинули уже, когда поняли, что никогда им по такой цене этот револовский набор не продать. Видимо, коробка очень долго полежала на полках, поэтому такая уже слегка подзатертая, но магазинная. Значит, понятно, бокс-арт у нас, соответственно, что сказать, модель сама 2019, нет, 2009, по-моему, года. Ну, короче, не очень старая по модельным меркам, еще вполне свежая. В общем, собственная разработка, то есть не перепак. На боковиках мы видим, собственно, фотографии узлов собранной модели. Видно, что интерьер, пулемет. Видно, кстати, что турельный блок там, в принципе, стрелок может вылезать. Ну, соответственно, на другом боковике у нас информация различная, информация по прототипу и так далее. И где-то еще на боковике из частично таких ревеловских черт набора это указание уровня скилла для сборки. У них там, по-моему, из 5 градаций существует. То есть Ревел это тоже вот указывает, какие модели для новичков, какие для более опытных моделистов и так далее. Но это, собственно, все, что мы видим на коробке. Так что, наверное, можно внутрь заглянуть, распечатать ее, так сказать. Она до сих пор еще на заводских, скажем так, наклейках, печатях. Кстати, да, задник я еще не показал, что-то мне показал, что на заднике ничего нет, а там что-то есть таки. На заднике мы еще можем, да, вот увидеть, что у нас тут Ревел сзади печатает другие фотографии своих наборов. У Ревела большая линейка бундесверовской, немецкой техники. Вот можно, кстати, Леопард увидеть, Боксер, еще один Леопард, соответственно, разные версии Пума, колесный тягач немецкий, 88-й флаг. Соответственно, что еще могу, да, про прототип сказать, да, вот название Динго, видим, что немцы, они и уже в 21 веке, скажем, верны своей, которой традиция еще, наверное, от гитлеровской Германии идет, называть машины именами животных. Очень они любили кошатников, то есть Леопард вот этот у них до сих пор, там Пума, Мардеры, там и еще там несколько машин. Ну вот видно, кошатник, так сказать, отряд кошачьих уже, видимо, немножко закончился боевитых, и они, наверное, уже так к псовым перешли, поэтому машина называется Динго. Ну, тоже прикольно. Преемственность такая. Так, значит, у нас коробка. Никакой, кстати, внутренней коробки нет, то есть видно, что все загружено прямо сюда. Боковая загрузка. Элитников довольно много. Так, проверить, ничего больше в коробке нет. Так, много пластика в индивидуальных пакетиках. Колеса отдельно, прозрачные отдельно. И инструкция. Так, как обычно, откладываем, собственно, пластик в сторону. Еще единственное, я хотел посмотреть декаль. Вот я ее не вижу. То ли она завалялась в коробке, то ли ее в наборе нет. Но это, кстати, довольно прикольно, да, потому что декаль вроде быть должна. То ли мне попался некомплектный экземпляр, то ли она где-то хитро спрятана. По крайней мере, пока я ее не обнаружил. Ну ладно, не будем затягивать. Ну, вот, кажется, я ее нашел. Она
Ладно, тут еще есть какие-то вложенные странички. Давайте, ладно, не будем отвлекаться. Вполне возможно, что кто-то меня, конечно, с декалью немножко и поднабанул. Хотя коробка вроде запечатанная была, либо я просто не могу ее обнаружить. Ладно, не будем отвлекаться. Так, значит, инструкция у нас тут сразу видно. Да, у Revell свои какие-то приколы есть. Инструкция, опять же, нам это что у нас такое? Проволочка, антенна. Слушай, я даже не сразу заметил. Ладно. Так, у нас ревеловская инструкция. Соответственно, на первой странице у нас историческая справка. Идет на двух языках, соответственно, на немецком и на английском. Русского нет. Видим, что тут, кстати, пришпилена у нас проволочка тонкая. Я так понимаю, скорее всего, для имитации, наверное, антенны. Но это, кстати, похвально внимание к моделистам, потому что я помню, вот в мини-арте я там слегка ругался, да, то, что как проволочки сами, дескать, разыскиваете, а тут прямо вот пришпилили конструкции. Так, соответственно, очень много писанины на инструкциях Revell, прям вот убористым шрифтом. Тут, видимо, куча всяческих предупреждений о том, как, видимо, не глотать клей, не глотать детальки, там какие инструменты нужны, какая-то дополнительная вкладка вот у нас тут. Вот у нас нет, с декалью все-таки все нормально. Она просто вложена очень... Какая-то дополнительная целая вкладыш у нас еще с предупреждениями про безопасность. Ну, тут, кстати, уже есть на русском языке информация. Вот у нас, кстати, декаль все-таки всплыла. Она вложена была в инструкцию, так что сразу можно было не заметить. То есть сразу такие, значит, от нетипичного производителя сразу нетипичные впечатления какие-то. Давайте декаль сразу глянем, раз мы ее уже достали. Вот в частности у нас по декали что? Декаль, кстати, такая интересная, очень четкая, прям видно, что такая прям разрешение печати крутое. Напечатано аж в Италии, то есть подразделение у них, видимо, есть и в Италии тоже. Соответственно, тут видно, что и приборочка есть у нас, и всяческие мелкие надписи в салон. То есть декаль такая подробная, и карта Афганистана, видимо, на какой-то экран, наверное, должна будет приклеиваться внутри. Так как, ну да, машина такая достаточно технологичная, то есть вот тот же самый дистанционно управляемый пулемет в каких-то там начале 2000-х, это вообще фича, наверное, была довольно нетипичная для техники. Номерные знаки, соответственно, познавательные знаки Бундесвера, номерные, там можно разные варианты номеров собрать. То есть номерной знак можно будет раньше разные сделать. Вот видно, что у нас есть панелька номера, а, соответственно, цифры на нее можно помещать по желанию. Можно уже готовый. Ну, соответственно, шилдики НАТО, шилдик германский. На Чехословакии у нас дал на познавательный знак. Ну и дополнительно. В общем, декалька довольно необычная, прикольная такая. Выглядит серьезно, внушительно, я бы сказал. Несмотря на то, что не такая уж и большая по размеру. Так, потом еще идет какая-то у нас. Но это уже, да, вот у нас начинается, собственно, инструкция. Она идет как... листы, собственно, вроде как сложены книжечкой, но не скреплены. Тут опять нам рассказываются про всяческие познавательные знаки, которые нам будут в инструкции встречаться. Там, про краски у нас вот своя схема окраски у Revell. Тут довольно весело все, то есть обозначено буквенными цветами. Каждый цвет у нас куча языков подписан. То есть там вообще, наверное, практически половина языков мира у нас перечислена. Но, тем не менее, подписаны они, соответственно, ну, непонятно чем. То есть, то ли красками Revell, у которого есть своя линейка красок, которыми, по-моему, никто в здравом уме не пользуется, но они существуют. То ли просто названиями цветов. Ну, короче говоря, Revell не дает никаких отсылок на других производителей краски. Видимо, считает, что только его краски подойдут. В частности, видно, что один из цветов надо вот 50 на 50 мешать еще какой цвет. Так что ревеловские схемы окраски, ну, в смысле, подбор красок, это, конечно, видимо, отдельный какой-то прикол, так сказать, не облегчают работу явно. Так, следующей страницей у нас идет, значит, раскладка литников. Ну, тут все довольно типично. В принципе, опять вот на куче языков какие-то там пояснения.
Литников, кстати, довольно много получается, то есть модель довольно подробная. Ну и следующий сразу начинается сборка. То есть видно, что у Revell сразу сходу какой-то свой подход к шифрованию различных каких-то моментов. То есть, я так понимаю, это он так шифрует. У нас 3 варианта сборки на A, D и G. Соответственно, видимо, у нас тут каждый этап сборки обозначен, что мы, так сказать, даже сходу и не поймешь. То есть, видимо, первый вариант заканчивается на 64-м шаге, D на 65-м, 66-м, а на 67-м, что ли? Все понял. Это не шаги, это страницы, получается, то есть они обозначают, где схемы окраски. Я просто пытаюсь понять для примера какой-нибудь вариант, который бы говорил нам о том, что что-то тут надо подкрашивать или склеивать как-то по-особенному. Ну ладно. Короче, 3 варианта. То есть, видимо, сразу по инструкции у нас где-то должна быть привязка к 3 вариантам окраски. В общем, я смотрю, так в общем смысле инструкция подробная, толстенькая. То есть, опять же, похожа на ICM в том плане, что мало на каждом, то есть шагов много, но на каждом шаге склеивается довольно маленькое количество деталей. Соответственно, ошибиться будет тяжело. Ну, рама, как видно, тоже в 2 детали, не одной деталью. Да, тут все. Двигатель есть у нас. Ну, двигатель есть, но не сказать, что он как-то супер подробно дан, хотя, то есть, собирается он довольно быстро. Тут же видно, что рисуют нам кое-что надо подкрашивать уже во время сборки. Вот она у нас тут рама раздаточная. Какие-то там клейки дополнительные собираются. Написано, что тут надо, так сказать, подождать, пока у нас клеится все. Дальше опять на раму что-то навешивается. Тут у нас, так понимаю, это уже и бампер, и тут у нас написано, что, значит, и декали уже какие-то у нас идут. Ну, то есть, короче, куча таких как сказать, пиктограмм, которые не сразу ты осилишь. То есть, видимо, уже на этом этапе у нас тут декальки какие-то приляпываются. Это надо за этим внимательно смотреть. Возможно, там номерные знаки или какие-то там техническая информация. То есть, прям вот хотят, чтобы мы непосредственно во время сборки их лепили и каким-то там, по-моему, средством для приваривания, так понимаю, ревеловским их закрепляли, так сказать. Ну и клей тут какой-то дан. Так понимаю, наверное, клей может быть для прозрачных деталей, какой-то специальный. То есть, ну, короче говоря, тут прям надо вникать полностью, читать всю инструкцию, чтобы хорошо понимать, что вот эти 7 дополнительные пиктограммки, которые Revell дает, значит. Так как у Revell, как видим, да, во многих вещах свой какой-то подход к инструкциям, к писанине и так далее. Значит, тут у нас куча элементов, видимо, на заднюю часть рамы, то есть фаркоп, там вот эта вся штука, прицепный узел, бампер тоже здесь, да, соответственно, потом эти подсборки крепятся, вот у нас сразу тут колеса начинаются, колеса, соответственно, у нас из диска с 2 деталей, резина, ну, покрышка из резиноподобного материала, значит, тут у нас передний мост, насколько я понимаю, опять же заклеивается, похоже, что да, намертво. По крайней мере, я никаких опций его подвижности здесь не вижу. Значит, опять же у нас тут защита, наверное, двигателя или что-то такое тут приклеивается. Еще какой-то узел рулевого, наверное, управления. Что-то какие-то рессоры. В общем, подвеска ходовая очень подробно дана, в принципе, что неудивительно для колесной техники. Это все еще передний мост. Эта машина, конечно, полноприводная, поэтому там это все как бы узел с мостами, он такой довольно сложный. Карданные валы тут из 2 деталей и так далее. В общем, все очень долго и подробно. И вот только здесь мы переходим к моменту, когда у нас, собственно, видимо, крепятся мосты и колеса на непосредственно к раме. Тоже довольно так с увеличением сложных моментов все дается и так далее. Потом движок устанавливается, вот еще какие-то узлы по ходовой тут дополнительные. Так понимаю, выхлопной тракт у нас добавляется.
Так, непосредственно потом у нас начинается, опять же, так понимаю, это уже идет днище корпуса, начинает собираться, устанавливаются всяческие там силовые элементы. Соответственно, вот здесь уже идет тоннель с управлением, с органами управления, видимо, коробка передач и так далее. Вот здесь у нас собирается консоль приборов, торпеда с рулевым колесом, приборами. Декали здесь непосредственно на приборке уже сразу будут участвовать. Ну, что, в принципе, логично, потому что, да, иначе после сборки к салону ты уже никак не подлезешь. Ну, видимо, тут дополнительные радиостанции, какие-то блоки управления. Тут, соответственно, вот сидушки у нас подробно даны достаточно, с подголовниками и так далее. Так, значит, потом эти подсборочки у нас начинают собираться в единое целое. Устанавливается торпеда. Соответственно, так понимаю, центральная сидушка у нас подголовника своего иметь не будет. У нее будет, видимо, вместо подголовника вот эта штука. Ну, судя по всему, да. Соответственно, устанавливаются всякие тут полки с различным оборудованием, радиостанции, наверное, и прочее. Значит, это у нас что-то вроде бронестекла здесь ставится. При этом оно, я так понимаю, в 2 слоя, что ли, дано. Не совсем пока понятно, возможно, по деталям будет ясно. Элементы на дверь какие-то разные. То есть очень подробный интерьер, действительно подробно сделан. Прям видно, что сильно заморачивались. Соответственно, это все подкрашивается сразу же. Прозрачный пластик там и так далее устанавливается. Тут все это, видимо, рекомендуется клеить специальным клеем для, так понимаю, прозрачных деталей, чтобы, собственно, не испортить прозрачные стекла. Значит, вот тут у нас уже появляются боковые стенки. То есть, ну, кстати, можно, да, понять, что корпус основной броневой, он собирается из различных частей, он не зацело отлит. Соответственно, тут тоже с этим будет много возни. Вот устанавливаются отдельно двери. Все, что их касается в проекции, тут у нас вот для упрощения дано что там подкрасить, видимо, как правильно эти самые стенки с дверями. Так, дополнительные подсборки по корпусу. Вот еще на днище тут дополнительные узлы на нижнюю часть, какие-то боковая бронировка, свесы броневые такие. Еще что-то на днище, тут куча всяких мелких деталей, тоже как подножки тут видны. Значит, это, я так понимаю, крыша, по-моему, насколько я понимаю, изнутри. Вот у нас появляется уже вот этот турельный узел для пулемета, какой-то воздуховоды какие-то. В общем, вот по интерьеру прям куча работы будет веселый, прикольный. Вот здесь мы видим, что уже постепенно все это обретает салон свои черты, то есть уже салон, можно сказать, собран, боковые собраны, стенки передние, так сказать, лобовое стекло, крыша. И тут у нас как бы оно все соединяется в единый, собственно, салон. Появляются, значит, детали у нас чего? Тоже, по-моему, консоль передняя или что это такое, не совсем понятно. Значит, дальше. Нет, не консоль. Ну, короче говоря, там отдельно еще есть багажник сзади, знаете, как у внедорожников. Он отдельным блоком как бы идет. Сзади машины ставится, вот здесь это хорошо видно. Он как бы салон бронированный непосредственно отделен от багажника, ну, своеобразно так сделано. Может быть, для дополнительной защиты экипажа. Он собирается отдельно, соответственно, и присоединяется, вот здесь устанавливается непосредственно бронированный корпус салона на раму. А здесь отдельно, так сказать, непосредственно не соединяющийся с этим бронированным салоном устанавливается грузовой, ну, условно, багажник, грузовой отсек и так далее. Вот ставится шноркель, скорее всего, так, и значит что? Ну, собственно, тут у нас пока все это заканчивается. Соответственно, остаются последние этапы. Появляется у нас капот, тоже вот этот весь передний момент с капотом, решеткой, боковыми крыльями, это все тоже собирается отдельными деталями. Потом у нас непосредственно МГ-3 пулемет появляется, его установка вот эта дистанционно управляемая. Соответственно, что потом? Значит, появляются у нас финальные этапы, устанавливается пулемет, люк. Вот здесь непосредственно у нас появляется этап с антенной. Антенны у нас, так понимаю, две, и тут у нас как раз, я так понимаю, есть опция
есть дана в комплект, дана, собственно, это проволока 75 миллиметров. Там, я так понимаю, она будет на 2 антенны, наверное, дана. И написано, что технология ее крепления, ее типа надо нагреть на огне и, собственно, в этот держатель воткнуть, чтобы она, видимо, туда вплавилась. То есть очень мне нравится, что вот так к мелочам в принципе следят, то есть не заставляют моделиста самого там что-то кошмарить из гнутых литников и так далее. Хотя это не то, что было бы сложно, но все-таки. Ну и самая финалочка, тут что-то назад такое, какая деталь устанавливается. Боковые стекла, вот у которых стекла заднего, зеркала заднего вида, соответственно, их тут много у машины, целых 4 штуки. 2 непосредственно по дверям и еще переднюю часть рядом с капотом устанавливаются. И, собственно, переходим к финалу. Так я не уловил, где-то у нас встречались моменты, что по разным, так сказать, вариантам что-то отличалось. Смотрю просто вот для прикола. А, Д и Г варианты. Но я не вижу, чтобы хоть в одном этапе мне встретился... Ну, тут, видимо, окраска, я так понимаю, как-то задействована. То есть вариант А, Д и Г, соответственно, где-то у нас... Ну ладно, это с этим буду разбираться потом. Значит, закончим все-таки с инструкцией. Окраски даны, значит, как мы уже поняли, на 3 варианта. Первый это у нас на учениях 2011 год Бундесвер. Соответственно, я, насколько понимаю, это Woodland должен быть у нас камуфляж. Ну, не уверен. По краскам сейчас там сходу ты и не скажешь, потому что, как минус, можно сказать, что цветную вкладку с окраской модели нам не дали. Хотя бы могли, например, вместо вот этой схемы поместить бы эти схемы, например, назад коробки. Цветной был прикольней, но они там свою рекламу разместили. Ну да ладно. Второй вариант у нас дан на уже на Афганистан 2010 год Бундесвер, соответственно, сила коалиции в Афганистане. Тут уже там песочная двухцветная окраска дана. Ну хотя нет, трехцветная все-таки. Где-то тут у нас третий цвет задействован, хотя я сходу-то и не понимаю где. Ага. Ну вот так вот, в общем. И, соответственно, трехцветная окраска, опять же, для коалиции на Афганистан на уже 2012 год. Соответственно, тут немножко более разнообразные декали у нас идут. Ну, я, скорее всего, буду песчаную собирать либо 10 либо 12 года. Наверное, мне кажется, ну, какая поинтереснее. Вот есть с логотипом НАТО, в принципе, наверное, повеселее. И камуфляж чуть попроще. Но это я еще и решу. И, значит, есть еще финальный вариант на чешскую армию. Вообще самая простая окраска, буквально двухцветная. Там, по-моему, зеленый, что ли, что-то такое. Ну, тоже, кстати, пулемет МГ-3. И на этом у нас инструкция, собственно, с декалями и так далее заканчивается. Так, все мы это сложим отдельно, чтобы не потерять. И посмотрим, собственно, пластик. Так, пластика много. Тут Revell не жмотится на пакетике. Пакетиков индивидуальные у нас есть. Значит, они у нас все запаяны. Будем смотреть, собственно, по порядку. Такой необычный достаточно цвет пластика использован. Темно-зеленый. Смахивает немного на НАТО Green цвет. Тамиевский. Значит, ну в каждый пакетик не индивидуальный, как я оговорился, да, все-таки несколько литников в одном пакете. Но все лучше, да. Самые крупные, с самыми крупными деталями литник. Соответственно, тут все у нас крупные детали корпуса, боковые стенки, днище, крыша, задние стенки багажного там отсека и так далее, внутренние торпеды детали. Ну, соответственно, что? Салон у нас же будет, так сказать, в машине, поэтому толкатели находятся, соответственно, у нас в салоне. Соответственно, крыша, например. Ну, крыша, наверное, будет видна не очень.
А вот боковые стенки могут видны, так что, в принципе, наличие толкателей не очень сильно выраженных, ну, присутствующих, наверное, для какого-то открытого, возможно, заметного салона, если так делать модель, ими, скорее всего, придется озаботиться. Ну, в остальном, в принципе, да, вот всякие рельефные прикольные есть подножки с антислипом, ну, как сказать, с противоскользящие. Видно, что все детали вроде ровные, никакого особо облоя, утяжа на крупных ни на чем не видно. Решеточки вот у нас есть боковые всяческие какие-то. Ну, в принципе, ожидаемо выглядит вроде как хорошо. Так прям сходу разочаровываться вроде не в чем. Хотя, насколько я знаю, Revell он бывает может сюрпризы преподносить. Такие наборы я в обзорах видел, где, конечно, люди негодовали. Но тут вроде моделька свеженькая, оригинальная, все в целом плюс-минус хорошо. Так, что у нас дальше? Значит, модели с декали, литник с ходовой частью и бампером. Соответственно, тут всяческие вот карданы. Данные у нас. Машинка довольно длинная, на самом деле, для своего класса. Так, это мосты же у нас, не карданы, да, это скорее карданы. Куча всяческих рычагов, вот это вот ходовой узлов, там раздаточные коробки, какие-то там шноркели, выхлопы, то есть тут даже долго говорить особо не о чем. Ну, не сказал бы, что вот как-то все выглядит очень прям четенько. Вот, знаете, такое есть, когда смотришь, некоторое ощущение, как будто что-то подзамылено, да, как будто причем изначально. Но не думаю, что это прям как-то, скорее, это такое, наверное, обманчивое впечатление. Может быть, какой-то ажурности, что ли, не хватает. Ну, может быть, это и кажется. Вроде в целом все круто достаточно, и таких проблем нет. Я думаю, это скорее такое обманчивое ощущение. Соответственно, вот у нас детали рамы. Двух, собственно, половин. Соответственно, видно, что он такой интересной изогнутой формы. Можно примерно представить, получить представление, какой длины будет автомобиль. Конечный, вот такой примерно. Движок здесь у нас, по сути, дан из двух половин буквально. Наверное, как бы упрощает сборку. Ну, наверное, чуть по детализации похромает. Ну, детали рамы, как у i7, вроде не поведены. Тут в этом плане все четенько. Вроде ничего никуда не уехало. Опять же, куча деталей, скорее всего, по ходовке. Тут даже перечислять ничего нет. Ну, вроде как бы ничего. Облоя нет. Изгибов нет никаких. Ничего не поведено. Утяжен я тоже не вижу. Еще одна деталь. Тут уже, видимо, много деталей с салона, я так сказать. Тут видим и рулевое у нас управление, какие-то детали с торпедой, и там с радиостанцией, видимо, что-то, люки всяческие и так далее. Так, что у нас тут еще? Ну, в принципе, тоже все довольно прикольно. Толкатели всяческие только на внутренних сторонах. Надеюсь, все это соберется нормально. Так, следующим. Значит, еще есть один литник с крупными детальками относительно. Ага, сейчас посмотрим, что у нас там. Так, здесь у нас, значит, еще крупные детали. В основном, я так понимаю, касающиеся, наверное, багажного отделения дверей. Возможно, потому что Revell выпускает еще несколько модификаций на базе Dingo. Там одни из модификаций вроде были с увеличенным этим багажником, с весом. Поэтому, наверное, они вынесены на отдельный литник, эти детали. Тут видно, что есть частично тентованная часть задняя с рельефом ткани каким-то не очень выраженным, но в принципе он есть. Облойчик единственное вылез на самом литнике, только на рамке немного. Ну, так, в остальных местах вроде ничего такого не вылезло. Всякая там вот рельефность клепки у нас присутствует, да, опять же ткани. Ну, тут вот буквально чуточку облоя, да, на двери, нет, не дверь, ну, внутренняя часть двери, по-моему, что-то такое.
Шнуркель вот у нас присутствует. Ну, все довольно-таки ровное, прикольное, красивое. Я думаю, соберется нормально. Так, тут же в этом же пакетике, опять же, понятно, почему на отдельном литнике, потому что, опять же, в модификациях ревеловских моделек на базе Динго там уже шел не МГ-3, а там 50-й калибр и еще какое-то вооружение. Не помню уже, что там было. Вот здесь МГ-3. Ну, я, кстати, МГ-3 поприкольнее, потому что МГ-3 это же бывший МГ-42, и, соответственно, довольно прикольно будет, если на немецкую машинку будет ставиться МГ-42, который, понятно, откуда еще свою родословную древнюю ведет. Ну, вот забавно, что перешел в 21 век. Соответственно, тут даны, видимо, вот эти турельные узлы, куда он ставится, всякие там дополнительные элементы, коробки там с лентой и так далее. Все это отдельно. Ну, тут вроде ничего такого. Пулемет такой рельефный, прикольный. Конечно же, ствол у него не высверлен, то есть в плане никакого тут многоразъемной формы нет, то есть придется вручную подвысверлять. Но это практически какое-то другое исполнение стволов. Это скорее редкость, нежели какое-то правило в модельках современных, поэтому особо как бы и не то чтобы что-то удивляет. Так, еще пакетик с двумя литниками. Так. Тут у нас опять же, я так понимаю, идет частично ходовая, колесные диски. Немножко, кстати, выгнула винтом литничек, но в принципе тут все мелко, поэтому не имеет особого значения. Детали сидушек, соответственно, с подголовниками. На них как бы что-то видно, похожее немножко на утяженки маленькие. Ну, тут в принципе, может быть, это не утяженки, а специально так отлито, так как все-таки сидушки, подголовники, да, там какие-то промятости, это нормально даже, в принципе, хорошо. Вот, колесные диски, значит, что тут, всякая мелочевка, скорее всего, внутрянки, внешки, возможно, частично ходовой. Тут уже даже сложно сказать, что откуда. Но все вроде отлито прикольно. И это идентичные два литника, соответственно, ну, диски, сидушки, видимо, поэтому они их продублировали. Вот, собственно, и по пластику у нас внезапно и закончился. Осталось у нас только, собственно, прозрачные детали. Тут у нас, я не хочу, честно говоря, лезть в этот пакетик лишний раз, потому что лень. Тут целых две рамочки, соответственно, одна с стеклами непосредственно боковыми и одна на второе лобовое стекло и, значит, дополнительные всякие элементы типа фар, там каких-то там, возможно, отражателей и так далее. Ну, чисто так, конечно, да, пакетик не скрываю. Ну, вроде прозрачность, в принципе, обычная для таких моделек. Ничего тут каких-то проблем, приколов, царапин не вижу. Все упаковано так качественно, так что оно поцарапаться не должно было. И, значит, опять же, пакетик, собственно, с 4 покрышками. Кстати, никакой запаски вот внешне, по крайней мере, на машине, я так понимаю, не крепилась. То есть, если запаска там и была, наверное, она либо где-то в багажном отделении находилась, в грузовом отсеке, не знаю. Ну, Revell ее не дает, только 4 рабочих, собственно, колеса у нас присутствует. Интересно посмотреть, если на колесах какая-нибудь логотип фирмы какой-нибудь изготовителя. Можно глянуть. Такая резина довольно мягенькая, прикольная. Шва никакого не видно по центру. Ну и, собственно, никакого производителя у нас тут не пропечатано. Вот. И, собственно, на этом можно, наверное, и подвести итог, что машинка такая прикольная, то есть из Бундесвера что-то такое взять. Помимо брони, помимо танков, леопардов, там вот есть у них еще и такие машинки, реально участвовавшие в боях, как бы такие рабочие лошадки. Вот, кстати, на буксарте там еще и беспилотник летит, не сразу заметишь. Можно довольно прикольный вариант на Афганистан собрать. Ну, что, всем спасибо, всем удачи.